Друзья, всем привет! Вот так вот разнесло корни орхидеи после средства, которое мы дважды применили на этой красотке. Вот такая вот корневая система. Правда, корешок я поливал орхидею буквально пару дней назад и надломил его, когда доставал эту орхидею. Потому что, не сломать корень у этой орхидеи было практически невозможно. В общем, друзья, сегодня обзор и подробности вот про эту орхидею и про то средство, которое мы сегодня в этом году применяли на этой орхидее. Но прежде чем приступить к подробностям, хочу показать вот эту вот орхидею, за которую буквально уже несколько раз зрители нашего канала спрашивали, как там поживает наш Dragon Maple, вот, орхидея. Простите за мой французский, я покажу, как она называется. Эту орхидею я купил в этом году, буквально прям вот несколько месяцев назад, летом. Это взрослая орхидея. Скажем, такая, знаете, довольно-таки круглую сумму выложил за нее, за то, что вот она такая крупненькая. И эта орхидея, это пилор. Вот такое вот сейчас название вам ее покажу. Вот так вот она называется. Так, вот так вот. И зрителям, подписчикам нашего канала было интересно, зацветет ли она в домашних условиях, так как заявлял продавец этой орхидеи. Покупал я ее с двумя цветоносами отцветшими. Один цветонос на момент покупки отсох, а второй просто был обрезан. И, собственно говоря, получил я посылочку уже без цветов. И вот этот цветонос распочковал буквально последнюю почечку, верхнюю, предпоследнюю, и выпустил маленькую такую стрелочку на 3 бутона. И вот из этих 3 бутонов 2 раскрылись. Орхидея очень такая, знаете, мне нравится. Она такая пятнистая и, собственно, как и заявлял продавец, она именно так и раскрылась. Я, конечно, не знаю, как новый цветонос в домашних условиях и как будет первое именно домашнее цветение этой орхидеи, я не знаю. Но вот старый цветонос, который именно по фото продавца цвел, он вот так вот и раскрылся вот такими не раскрывшимися как бы тюльпанчиками, пилорами, друзья, да. Орхидея пилор, вот такими колокольчиками. Очень-очень интересная, на самом деле крупноцветковая. То есть вот моя ладонь. И цветочки такие прям крупные. Вот такие вот рябые. Я еще не пересаживал ее. Вот, планирую это сделать на новогодних праздниках. Вот. Мы вместе с вами ее пересадим. Это взрослая орхидея. И полюбуемся корневой системой. В общем, друзья, отчитался, показал я вам. А теперь вернемся. Я надеюсь, вы слышите, да? Храп под столом доносится. Масямба храпит. Итак, друзья, орхидея с разнесенными вот такими вот корнями. Это, друзья, орхидея. Сейчас я постараюсь вам достать название. Биглипчик. Это биглипчик, который мы буквально несколько месяцев назад обработали после пересадки, пересадили в грунт из коры и пеностекла, пересадили вот такую вот с добавлением немножко мха, то есть грунт у нас не сухой. И такой, знаете, и в то же время он у нас хороший влагоемкий и хорошо аэрируемый. То есть, по идее, орхидея должна была прекрасно растить корни. Но после посадки мы ее, друзья, обработали в качестве эксперимента вот таким вот средством Селиплант. Селиплант — это универсальное хелатное микроудобрение с высоким содержанием биоактивного кремния. Значит, для чего этот Селиплант? Его разрекламировали, это средство, на одном из каналов. И
по предложению зрителей мне попросили, если вдруг попадется, то его протестировать. И вот в магазине он мне встретился в Ашане, мы его купили. И дважды вот на этой вот орхидее, один раз после пересадки, второй раз спустя, по-моему, 2 месяца, когда начался рост у этой орхидеи, мы обработали этим средством селеплантом. Значит, для чего он? Он для улучшения фотосинтеза у орхидеи, раз. Второе, точнее, активации и улучшения фотосинтеза, раз. Второе, для улучшения тканей растения от механических повреждений. Ну, так написано, значит, в аннотации этого средства. И самый главный, значит, у этого средства особенность — это то, что он с ярко выраженными фунгицидными свойствами. То есть средство помогает растениям, повышает иммунитет и помогает растениям бороться с грибково-бактериальными заболеваниями. То есть, обрабатывая вот этим средством, это средство дает хорошую защиту от грибково-бактериальных заболеваний. Но, друзья, насчет грибково-бактериальных заболеваний я сказать ничего не могу, потому что у меня орхидеи, в принципе, те, которые живут уже не первый месяц, там, по много лет, они как бы не болеют, мои орхидеи. Иногда, бывает, покупаю больные орхидеи в магазинах, да, но сказать, что там у меня, например, проблема есть грибково-бактериальных заболеваний у орхидей, и как работает вот это средство, я на 100% не могу. Ну вот, по поводу улучшения фотосинтеза этого средства, применяя на орхидеи, вы можете, применяя на орхидеи, посмотреть вот на этой красотке. То есть до пересадки, магазинной покупки, вот эта орхидея у нас была угнетенная, унылая и такая, знаете, квеленькая. И вот после того, как мы ее пересадили и обработали селеплантом, то вот она вот так вот у нас ее распупенила. Вот так вот. Я, конечно, не знаю. По одной орхидее судить, конечно, не совсем корректно. Поэтому, возможно, на новогодних праздниках вместе с вами мы сделаем такой, знаете, продолжим использование этого средства на нескольких орхидеях, чтобы можно было видно. На нескольких свежепересаженных. Вот у меня есть много подростков, которые стоит пересадить, и мы вместе с вами вот это средство на пересаженных орхидеечках, штуки 3 или 5 возьмем и применим, и посмотрим, как они будут себя чувствовать. Но если, конечно, они точно так же будут в стороны куда-то растить вот эти вот такие вот корни, то, честно говоря, меня применение такого средства не особо, конечно, устраивает. Вот. Ну, в общем-то, как бы распупененная орхидея выглядит вполне себе здоровой и, мне кажется, даже счастливой. Вот такой вот звездой. Вот. В общем, друзья, спрашивали, я показал, потому что прямо аж начали требовать, как там чувствует себя орхидея. Вот здесь у меня бирка, это как раз-таки пометочка, что это селеплант. Видите, эта орхидея обрабатывается у нас селеплантом. Вот примерно то же самое мы с вами сделаем еще с несколькими орхидеями, чтобы уже точно дать заключение, стоит ли это средство гоняться за ним, закупать и применять для наших орхидей. В общем, друзья, вот такой вот видеоотчетик с орхидеей, на которой селеплант применяли. И вот такой вот у нас Dragon Maple. Вот такой красавчик. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!